Приветствую всех, с вами Валентина Лыкина. В этом видео мы с вами вместе будем создавать вот такую разборную подставку для пряжи, которую вы сможете брать с собой в дорогу и путешествия. На моем канале уже есть похожий мастер-класс на подставку для пряжи. Там я использую немножко другую последовательность вязания и пряжу. В данном мастер-классе я буду использовать полиэфирный шнур карамель 5 мм. Характеристика данной пряжи сейчас на вашем экране. Понадобится около 100 грамм, это приблизительно 40 метров. Вязать будем с использованием крючка номер 5, но вы также можете применить и любой другой крючок, который подходит под вашу пряжу. Понадобится деревянная фурнитура, два треугольника размером 15 на 15 сантиметров и два прямоугольника размером 15 на 20 сантиметров. Деревянная шпажка и две бусинки, которые подходят под шпажку. Для обработки шпажки вам понадобится наждачка и кусачки для того, чтобы ее укоротить. Вы можете использовать любую другую конструкцию подставки для пряжи с использованием тех материалов, которые у вас есть в наличии. Варианты подставок я для вас оставила сейчас на вашем экране. Необходимо выполнить обвязку всех этих заготовок таким образом, чтобы после обвязки количество петель на двух этих сторонах было одинаковым, для того, чтобы в дальнейшем их соединить между собой. Приступаем к созданию подставки под пряжу. В первую очередь нам необходимо выполнить обвязку треугольных заготовок. Начнем мы вот с этой точки и по вот этим двум сторонам проложим строчку из соединительных столбиков. Затем с этой точки мы уже выполним подъемный столбик и продолжим выполнять обвязку столбиками без накида в обратном направлении и вернемся в ту точку, откуда начали. Я предлагаю для того, чтобы не прятать в самом начале хвостики, сделать рабочую петлю. Здесь уже есть заводская обработка края шнура. Ее я срезаю и затем формирую петельку чуть-чуть больше, чем она у меня должна быть, так как сейчас шнур здесь оплавится и уменьшится длина. Можете воспользоваться пинцетом для того, чтобы сейчас сформировать приклеивание шнура вот этого хвостика к рабочей нити. Делаю я обработку края сейчас огнем следующим образом. Я подношу вот такими движениями, не держу долго, чтобы не появилось никаких черных краплений. И когда увижу, что у меня шнур хорошо оплавился, прям много здесь капелек появилось, я прижимаю к шнуру. И вот таким образом формирую, чтобы у меня еще из-за пределы вот эта оплавленная часть не вышла, за пределы шнура. Вот таким образом я сформировала петельку, и она здесь надежно держится. У вас не должна раскрываться эта петелька, то есть шнур не должен отрываться от приклеенной части. Все должно быть надежно здесь зафиксировано. Ввожу крючок в получившуюся петельку, вот так это выглядит, и ввожу крючок в первое отверстие. Укладываю все здесь и захватываю рабочую нить. Вот таким образом. Вот так все у вас здесь должно получиться. Провязываю сначала через отверстие, а затем через рабочую петлю, которая была на крючке. Таким образом выполнили первый соединительный столбик. Вводим крючок в следующее отверстие, захватываем рабочую нить от клубка и провязываем сначала через отверстие, а затем через рабочую петлю, которая была на крючке. Опять вводим крючок уже в следующее отверстие, захватываем рабочую нить и провязываем сначала через отверстие, а затем через петлю, которая была на крючке. Таким образом мы выполняем обвязку до угла и затем переключаемся на вторую сторону и довязываем по такому же принципу соединительные столбики до конца. Сформировав последний соединительный столбик в последнее отверстие, этот ряд готов. Мы выполняем переход на следующий ряд.
для того, чтобы формировать столбики без накида. Вытягиваем петлю рабочую, которая была на крючке, делайте ее чуть-чуть свободнее, захватываем рабочую нить и провязываем. Вытягиваем петлю, которая была на крючке, и вынимаем крючок. Затем мы вводим его в последнее отверстие, захватываем петлю, которую здесь оставляли, и протягиваем через отверстие. При этом необходимо прям затянуть сюда вот эту часть, где провязывали. Вот так должно получиться. А с этой стороны у вас появилась рабочая петля. Тянем за рабочую нить, и эта петелька у вас должна уменьшиться. Выравниваем ее высоту и приступаем к формированию столбиков без накида. Захватываем рабочую нить и провязываем подъемный столбик. В эту же точку вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем на высоту рабочей петли на крючке, захватываем рабочую нить и провязываем еще один столбик. Далее вот в эти отверстия нам необходимо продолжать формировать столбики без накида, таким образом, чтобы вот здесь у вас лежали все столбики плотно друг к другу, не было никаких больших просветов. Вводим крючок в следующее отверстие, захватываем рабочую нить, вытягиваем, захватываем рабочую нить, провязываем столбик. Так как все у меня здесь лежит плотненько, я не делаю сюда еще один столбик, а переключаюсь на следующее отверстие. Вот оно, следующее отверстие. Я в него ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, захватываю рабочую нить и провязываю столбик. Опять пока что мне здесь не нужно делать прибавки, так как все лежит здесь плотненько. Вот в следующее отверстие я ввожу крючок и провязываю столбик. И здесь уже можно сделать прибавку. Но я продолжу и в следующее уже ввожу крючок, провязываю столбик. Вот здесь точно нужно повторить. И еще один такой же. Опять ввожу крючок в отверстие, в это же, вытягиваю петлю, захватываю рабочую нить и провязываю столбик. Таким образом я здесь провязала 3 одиночных столбика и выполнила прибавку. Опять далее провязываю следующее отверстие 1 столбик, далее опять в следующее отверстие 1 столбик и в следующее отверстие опять 1 столбик. То есть я повторяю прибавки с таким же шагом: 3 одиночных столбика, и в следующее отверстие я формирую прибавку, провязываю первый и в эту же точку провязываю второй столбик. Вот так у меня все здесь получается. Здесь 3 прибавка, опять 3 столбика прибавка. Здесь у меня осталось 2 отверстия до угла. Я провязываю в первое отверстие 1 одиночный столбик, и во второе отверстие тоже 1 одиночный. Далее у меня угол. Здесь сейчас посмотрим, сколько столбиков у меня получится. Провязываю первый столбик и второй. И начинаю выполнять переход на другую сторону. Значит, мне нужно провязать в это отверстие 4 столбика, так как с этой стороны у меня 2 столбика. И с противоположной тоже будет 2 столбика. Первый. И в эту же точку второй.
Таким образом, у меня на закруглении 4 столбика. Далее я формирую столбики без накида по такой же схеме, как и провязывала здесь. В этой области у меня 2 одиночных, прибавка, и я их повторяю. Далее смотрю, здесь у меня 2 одиночных, прибавка, и после этого я выполняла 3 одиночных, прибавка, 3 одиночных, прибавка. То же самое я делаю и в этой области. Этот ряд из столбиков без накида выполнен. Теперь мы обрезаем ниточку, оставив хвостик около 10 сантиметров. Полностью эту петельку вытягиваем, разворачиваем и вводим крючок под вот эти задние ниточки от столбиков. Захватываем хвостик и протягиваем его. И вот так все здесь получилось. Далее дотягиваем хвостик, пока не останется маленький. Затем мы делаем следующее. Зажимаем вот таким образом, натягиваем шнур и обрезаем покороче до того участка, где зажимали пальцем. Затем мы обрабатываем огнем. И когда кончик хорошо оплавился, тянем этот участок, и хвостик затягивается вовнутрь и приклеивается. Вот такая заготовка получилась. Второй треугольник вы обвязываете по такому же принципу, как и первый. Теперь нам необходимо выполнить обвязку прямоугольной заготовки. Мы провяжем один ряд соединительных столбиков в каждое отверстие и затем сформируем один ряд столбиков без накида. И так как эта заготовка обвязывается по каждой стороне, нам необходимо отмерить вспомогательную нить около 15-20 сантиметров для того, чтобы с помощью этой ниточки закрыть эти два ряда. Я вот так 20 сантиметров отмеряю, так как у меня здесь 20 сантиметров по этой стороне. Нахожу угол прямоугольника, вот оно, это отверстие, и смещаюсь в следующее. Ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и протягиваю. В нижней части у меня располагается вспомогательная нить, вот эти 20 сантиметров, а в верхней части у меня располагается рабочая нить от клубка. Далее я ввожу крючок в следующее отверстие, захватываю рабочую нить от клубка и провязываю через отверстие, а затем через петлю, которая была на крючке. Ввожу крючок в следующее отверстие, также захватываю рабочую нить от клубка и провязываю через отверстие и через рабочую петлю, которая была на крючке. Также ввожу крючок в следующее отверстие и повторяю все то же самое. Так вы провязываете соединительные столбики на протяжении всей этой заготовки в каждое отверстие до конца этого ряда. Когда у вас останется последнее отверстие, где нет никаких ниточек, с этой точки мы начинаем закрывать ряд следующим образом. Вводим крючок в последнее отверстие. С изнанки находим вспомогательную нить. Вот она здесь осталась в самом начале ряда. Захватываем ее и протягиваем полностью через отверстие и через петлю, которая была на крючке. Далее нам необходимо проложить вот такую петлю между этой петлей и самой первой. Мы вводим крючок сверху вниз под петлю, которую вытягивали самой первой. Вот она. За 2 нити. Затем мы захватываем вспомогательную нить и полностью ее протягиваем. Теперь необходимо этот хвостик вернуть в ту точку, откуда он вышел. Для этого мы вводим крючок сначала в отверстие, а затем в петлю, откуда вышла эта ниточка.
Вот таким образом. Захватываем ее и протягиваем. Ряд закрыт. Выравниваете все петли, чтобы они у вас были в этой области точно такие же, как и при вязании соединительных столбиков. С изнаночной стороны у вас вот так все выглядеть будет. Далее мы вводим крючок вот в эту точку, там, где у нас располагается этот хвостик. Захватываем рабочую нить и протягиваем через это отверстие. В итоге у вас здесь непрерывная строчка получится. А с этой стороны вы получаете рабочую петлю на крючке для вязания следующего ряда. Мы вводим крючок только вот в эти отверстия без захвата вот этого ряда. Выравниваем петлю. И теперь приступаем к формированию второго ряда, провязывая столбики без накида. На каждый угол прямоугольника я буду провязывать 3 столбика в одну точку основания. В самом начале вот здесь я провяжу 2 столбика, а последний, третий, я сформирую уже в конце ряда вот здесь. Захватываю рабочую нить, провязываю подъемный столбик. Это первый столбик. Далее ввожу крючок опять в это же отверстие. С изнанки это будет вот так выглядеть. Захватываю рабочую нить, протягиваю и провязываю второй столбик. Повторюсь, что третий довяжу уже в конце ряда. Переключаюсь на первую сторону, она у меня короткая, и размещаю здесь столбики и прибавки по такому же принципу, как и показывала в треугольнике. При этом на этой стороне и вот здесь на противоположной стороне количество столбиков и размещение прибавок должно быть одинаковым. Я ввожу крючок в следующее отверстие, захватываю рабочую нить и провязываю столбик. Здесь можно еще не делать прибавок. Ввожу крючок в следующее отверстие, захватываю рабочую нить, вытягиваю и провязываю столбик. Вижу, что столбик здесь начал заваливаться в эту сторону, поэтому сформирую здесь прибавку. Ввожу крючок в отверстие повторно и провязываю еще один столбик. Таким образом выполнила прибавку. Ввожу крючок в следующее отверстие и опять провязываю столбик. Вижу, что он пока лежит ровно здесь, без перекосов. И поэтому провязываю уже в следующее отверстие очередной столбик. Ввожу крючок в следующее отверстие и провязываю столбик. Вижу, что он начинает заваливаться. Значит, здесь мне необходимо сформировать прибавку. Но перед этим я должна свериться по количествам отверстий, так как у меня вот с этой стороны и вот с этой стороны должны прибавки размещаться одинаковым способом. Вот здесь у меня отверстие угловое и вот здесь. Я считаю, значит, следующее отверстие у меня провязан один столбик, и здесь я буду тоже один провязывать. Далее прибавка, значит, и здесь должна прибавку сформировать. Далее 2 одиночных, и вот здесь 2 одиночных. То есть вот это у меня центр. И если я сформирую здесь прибавку и провяжу сейчас второй столбик, то это будет выглядеть зеркально. Здесь у меня центр, здесь и здесь у меня должно быть одинаково. Я смотрю, вот в этой области у меня 2 одиночных провязано, и значит в этой области я на другой части этой стороны провязываю 2 одиночных столбика. После них вижу прибавку и одиночный столбик. Значит, здесь я формирую прибавку в следующее отверстие. Первый столбик и второй. И одиночный столбик. Далее у меня располагается угол. На угол, повторюсь, мы провязываем 3 столбика. Провязываю первый. В эту же точку ввожу крючок и провязываю второй. И ввожу крючок уже в третий раз и провязываю третий столбик. Таким образом, я перешла на следующую сторону, длинную. И как я здесь провяжу, то же самое повторяю и в этой области.
Кроме этого, я сейчас выделю центр данной заготовки для того, чтобы было проще ориентироваться и зеркально провязывать от центра уже прибавки. Я отсчитываю одинаковое количество отверстий к центру и выделяю его здесь маркером. В самом начале, вот в этой области, я могу повторить прибавки, как и на этой стороне. Формирую сначала один одиночный, прибавку, 2 одиночных, прибавку. Так как плотность вязания сохраняется, а значит и прибавки я могу начать выполнять здесь по такому же принципу. Сначала одиночный столбик, затем 2 столбика в одну точку основания, затем 2 одиночных столбика, первый, и в следующее отверстие второй одиночный. Далее формирую прибавку, и вот уже я, получается, подошла к центру, там, где у меня располагается маркер. Здесь я провязываю одиночный столбик. Вижу, что этот столбик у меня лежит прямо, а значит, мне не обязательно здесь по центру делать прибавку. Маркер я убираю, и сейчас, получается, провязываю в центр данной заготовки. Вижу, что столбик лежит ровно, а значит, что и в следующий я провязываю тоже одиночный, так как это у меня центр, здесь одиночный и здесь одиночный. Далее прибавка, 2 одиночных, прибавка, 1 одиночный. И я вот в этой области должна повторить все то же самое. Прибавка из 2 столбиков. Затем у меня здесь, как я уже говорила, 2 одиночных. Первый. В следующую точку второй одиночный. В следующую точку у меня прибавка, которая состоит из 2 столбиков в одно отверстие. И останется 1 одиночный. Далее располагается угол. И здесь я формирую опять 3 столбика. Первый. В эту же точку второй. И сюда же ввожу крючок и провязываю третий. Таким образом я перешла уже на другую сторону. Мне необходимо здесь провязать так же, как и в этой области, размещать прибавки по такому же принципу. Когда выполните переход на следующую сторону, то повторяйте, как и делали здесь. То есть, как здесь размещали прибавки, то же самое повторяйте и по этой стороне, довязывая до конца этого ряда. В конце ряда, как я уже и говорила, мне необходимо сформировать последний, третий столбик на угол, так как первые 2 я провязала в самом начале. И на этом столбике нам необходимо закрыть этот ряд. Я ввожу крючок в отверстие, где у меня провязано 2 столбика, захватываю рабочую нить и вытягиваю. Отпускаю рабочую нить и перехожу на вспомогательную. Она у меня здесь, эта ниточка, осталась в самом начале, вот она. Я ее подхватываю и протягиваю полностью через все петли на крючке, вытягивая этот хвостик. Далее мне необходимо проложить вот такую же верхнюю петлю между последним и первым столбиком. Для этого я ввожу крючок между первым и вторым столбиком под верхнюю петлю за 2 нити. Вот таким образом. Здесь у меня первый столбик, а здесь второй. И вот она, верхняя петля, которая состоит из 2 нитей. Я захватываю хвостик этот и полностью его протягиваю. Далее мне необходимо вернуть эту ниточку в ту точку, откуда она вышла. Разворачиваю деталь и вижу вот такие дужки. Мне необходимо ввести крючок под дужку, это задняя стенка столбика, и направить крючок в центр петли, откуда вышла эта ниточка. Вот так это выглядит с лицевой стороны.
захватываю вспомогательную нить и протягиваю ее полностью. Выравниваю все петельки, тяну за рабочую нить, и вот основная здесь петля немножко уменьшается. Второй ряд закрыт. На первой заготовке мы обрезаем ниточки. Здесь я рабочую обрезаю, ставлю хвостик сантиметров 10. И затем прячу эти хвостики в полотно вот здесь. Когда у вас будет готова первая деталь, необходимо выполнить обвязку второй детали. При этом необходимо с изнаночной стороны спрятать остаток хвостика вспомогательной нити. Ну а рабочую нить от клубка мы не обрезаем. Она участвует в формировании соединения всех деталей между собой. Та деталь, которая с рабочей нитью от клубка, она размещается по центру. Мы начинаем вот с этой точки и присоединяем первую деталь по вот этой стороне. Далее от угла присоединяем вторую деталь по этой стороне. И в дальнейшем с этого угла мы присоединяем уже последнюю, третью деталь и завершаем вот в этой точке. Берем основную деталь, где у нас располагается рабочая нить от клубка. К ней мы будем устанавливать первую деталь. Это треугольник, и располагаться он здесь будет вот таким образом в дальнейшем. Значит, нам необходимо вот так его здесь установить. Разворачиваем деталь к себе удобным ракурсом. Вы можете выделить маркерами петли, за которые вы будете выполнять соединение на этой заготовке и на основной заготовке. Будем провязывать за вот эти верхние петли, которые состоят из двух нитей. Я ввожу крючок на первой детали под первую петельку за 2 нити. Нахожу петлю на второй детали. Здесь у меня угол, и я провязывала 3 столбика в одну точку. Первый столбик, второй и третий. Я буду использовать вот этот крайний столбик и его верхнюю петлю. Я ввожу крючок под верхнюю петлю за 2 нити. Совмещаю эти две детали между собой. Нахожу, где у меня располагается рабочая нить от клубка, захватываю ее и протягиваю под этими петлями. Получила рабочую петлю. Далее я буду формировать соединительные столбики. Нахожу следующую такую же петлю, вот она, под нее ввожу крючок. На второй детали тоже вот она следующая, под нее ввожу крючок. Таким образом я подхватила по петельке с каждой заготовки. Я захватываю рабочую нить, протягиваю через эти петли основания, а затем через рабочую петлю, которая была на крючке. Таким образом я провязала соединительный столбик. Незначительно вытянула петлю, которая была на крючке. Не стягивайте эти петли. Вводим крючок под следующую петельку на первой заготовке и на второй заготовке. Захватываю рабочую нить, протягиваю через петли основания, которые подхватывала, а затем через петлю, которая была на крючке. Так провязала очередной соединительный столбик. Опять дотягиваю эту петельку до той точки, где ввожу крючок под первую петельку, которая состоит из 2 нитей, и под вторую петельку на второй заготовке. Захватываю рабочую нить, протягиваю через петли основания, а затем через рабочую петлю, которая была на крючке. Сейчас я провязываю последний соединительный столбик и пересчитаем все соединительные столбики, которые у меня получились. Здесь располагается первая петелька, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11, 12, 13 и 14. 14 соединительных столбиков провязано, значит в основании у меня было 15 петель. Перед тем, как мы будем устанавливать вторую деталь, нам необходимо вот в этой области также отделить 15 петель. С этой стороны я также начну с крайнего столбика, то есть с его верхней петельки.
Вот здесь у меня провязано 3 столбика в одну точку, это угол. Вот он, этот столбик и его верхняя петля. Это будет последняя точка основания, где я выполню последний соединительный столбик. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая. Значит, на эту петельку необходимо зафиксировать маркер. Это будет первая петля, с которой я начну ввязывать уже третью вот эту деталь. Теперь необходимо пересчитать вот эти петельки. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая и девятнадцатая. То есть 19 здесь петель. Значит, мне необходимо на вот этой второй заготовке также в этой области задействовать 19 петель. Я начну в этой области, там, где у меня 3 столбика провязаны в одну точку основания, это угол прямоугольника, и начну я с крайнего столбика, с его верхней петли. А в этой области я закончу тоже на таком же столбике. Вот они, 3 столбика в одну точку, это угол, и вот он крайний, его верхняя петелька. Здесь должно быть 19 петель, и пересчитаем. Крайний столбик, верхняя петля, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая и девятнадцатая. То есть 19 петель. Начинаю с этого крайнего столбика и здесь тоже на крайнем столбике заканчиваю. Вот таким образом эта деталь должна быть установлена. Значит, мне необходимо вот так расположить. Перед этим я сразу ввожу крючок, нахожу столбик, вот она верхняя петля, и ввожу крючок. Разворачиваю, совмещаю между собой эти две детали. Нахожу, вот она, эта петелька рабочая. Здесь я держу, чтобы уже визуально понимать, откуда мне начать. Ввожу крючок под рабочую петлю, уменьшаю ее, ввожу крючок под петельку, которую себе уже обозначила, нахожу следующую петлю. Вот здесь я провязала, и вот она, следующая петля. И на данном этапе я могу все здесь затянуть, выровнять вот эту верхнюю петлю. Захватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик. Сейчас я выполнила переход и начинаю формировать далее соединительные столбики. Вот она, следующая петля, под нее я ввожу крючок, и вот следующая. На второй заготовке также ввожу крючок, захватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик. Так мы вяжем до той точки, где у нас располагается маркер. Последний соединительный столбик провязывается под петли перед маркером. Вторая деталь установлена, мы ее убираем. И далее должны установить уже третью деталь. Она должна располагаться вот таким образом. Значит, мы ее устанавливаем вот так. Находим первую петлю, куда будем вводить крючок. Делается здесь все то же самое. Нашли угол, 3 столбика, и вот он крайний. Под его верхнюю петлю мы вводим крючок. На данном этапе можете пересчитать, здесь должно быть столько же, сколько и в этой области выделено петель. В данном случае у меня 15 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая. На второй заготовке я ввожу крючок под петлю, где зафиксирован маркер. Маркер убираю, подтягиваю вот эту петельку рабочую, которая у меня вот с этой области, захватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик.
Далее формирую соединительные столбики за вот эти верхние петли, точно так же, как и при провязывании соединительных столбиков на вот этих двух деталях. Довязывайте до конца. Здесь располагается последняя петелька, и в этой области также последняя петля, и она относится к крайнему столбику. Провязали последний соединительный столбик. Далее нам необходимо обрезать ниточку, оставив хвостик около 10-15 сантиметров. Полностью вытягиваем петлю, которая была на крючке. Беру крючок меньшего размера, ввожу его с изнаночной стороны на лицевую, захватываю хвостик и увожу его на изнаночную сторону. Затем здесь также под эти столбики протягиваю этот хвостик. Когда он станет короткий, также его обрабатываю огнем и прижимаю к полотну. Теперь необходимо обработать шпажку и уменьшить ее под размер подставки. В первую очередь я обрабатываю вот этот острый край, это у меня наждачка. И затем здесь оставляю сантиметров 5, и здесь тоже оставляю сантиметров 5 и обрезаю лишнее. И также этот край обрабатываю для того, чтобы вторую бусинку здесь зафиксировать. И вот такой этот край получился. Теперь здесь можно установить бусинку. И когда я здесь зафиксирую пряжу, то и с этой стороны тоже буду фиксировать бусинку, для того, чтобы эта шпажка не вылетала из подставки. В итоге у меня получилась вот такая деталь. И для того, чтобы ее собрать, необходимо отрезать дополнительный шнур, состыковать две стороны между собой, ввести в петли крючок и протянуть здесь шнур вот таким образом. На кончиках я завязала узелки для того, чтобы шнур в дальнейшем у меня не вытягивался полностью из этих петель. Здесь завязываю узелок и бантик. Вот так все получается. С этой стороны то же самое делаем. Если необходимо подготовить подставку к транспортировке, то вот таким образом я складываю эти детали, а вот эту назад. И вот такая компактная подставка для пряжи получается. На данном этапе мой мастер-класс завершен. Я надеюсь, он вам понравился. Присылайте ваши работы в альбом сообщества ВКонтакте, а также отмечайте меня в соцсетях. Благодарю за ваше внимание и до новых встреч!